Всем привет! В моем небольшом телеграм-канале, где еще не очень много подписчиков, я провела опрос и спросила, какое следующее видео вы хотели бы видеть на моем канале. Были несколько вариантов ответов, и большинство голосов было за мини-камин. Поэтому мини-камину быть. В этом видео будет много процессов, много деталей, много мелочей. Но никто не говорил, что будет легко. Я заморочилась, не думала, что у меня уйдет на это очень много времени, но я это сделала. Если тебе интересно, что мне получилось и как, то оставайся со мной. Подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео и не забудь жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых видео, которых еще будет очень много. А также подписывайся на мой телеграм-канал. Ссылочку оставлю в описании. Всем приятного просмотра! Так, из картона, у меня вот такой картон от упаковочек от пиццы, буду вырезать детали своего будущего камина. Поэтому размечаем и вырезаем. Все размеры оставлю в описании. Так, это будет задняя стенка камина. 2 штучки нужно, 12 на 3, боковые стеночки будут в камине. Что я сказала вам? 2. Надо 4 такие детали. 3 на 12. Вуаля! Все детали я вырезала. Итого получилось у меня на сам камин передняя и задняя часть 15 на 12 сантиметров. Над передней частью камина будет столешница 5 на 17. 5 деталей я сделала, чтобы сделать толщину столешки. Вот, боковые части 12 на 3, 4 здесь у меня будет сбоку и еще поддерживающие 2 внутри. Будет дымоход у меня, тоже 4 детали, 12 на 3 сантиметра. Нижняя часть камина, на чем он будет непосредственно стоять, 18 на 8, 2 детальки. Чтобы сделать ему толщину, вот эти вот боковые части 18 на 8. Я все размерчики оставлю в описании. Но, быть может, захотите делать, и чтобы не возвращаться к этому, сразу все размеры, вот, так сказать, озвучиваю. 18 на 8, 2 детальки, которые будут вот тут вот сбоку. И вот такая вот деталь 3 на 8,5 сантиметров. Это будет над топкой, которая будет в камине. Все это дело я вырезала, и теперь буду делать кирпичики будущие для каминчика. Кирпичики планирую делать из вот такого вот у меня серый фоамиран. Нарезаю его на полосочки по 1 сантиметру, и потом буду по 2 сантиметра нарезать кирпичики. Ну все, вот нарезала я кирпичики. Получилось вот столько вот у меня много. Не знаю, хватит, не хватит, но если что, доезжу еще. Так, теперь буду сейчас приклеивать потихонечку детали своего будущего камина. И, пожалуй, начну с задней стенки. Я уже вырезала предварительно вот такой шаблончик для топки, так сказать. Хочу сейчас обвести, чтобы понять, где оно мне будет располагаться, чтобы потом наклеить сверху вот эту вот деталь, чтобы создать арочку. Вот. Потом хочу это все дело обклеить кирпичиками на именно этом этапе, поскольку когда я все склею, будет сложно потом, мне кажется, приклеивать кирпичики. Поэтому размечаю и потихонечку приклеиваю. Отступаю по 4 сантиметра с каждой стороны, чтобы было все ровненько. Обвожу. Теперь приклеиваю вот эту вот планочку. Так, ну вот, приклеила. Теперь приклеиваю боковые стеночки и еще 2 боковые боковушки. Термоклей очень хорошо клеит картон. Приклеивает так, что не сразу и можно оторвать. Вот я чуть-чуть здесь окаралась, неровно приклеила, поэтому все фигня. Давай по новой. Так, вот так получилось. И теперь вот эту внутреннюю часть буду заклеивать вот этими своими уже нарезанными кирпичами. Клею на термоклей, потому как у меня другого клея нет. Если у вас есть клей кристалл или там какой-то, может быть, еще клей, я, честно говоря, не сильна в разнообразии клеев, которые сейчас есть.
Был бы у меня кристалл, я, наверное, клеила бы на кристалл. Мне кажется, удобнее было, но это не точно. Я кирпичики нарезала произвольным, так сказать. Короче, я разметила по 1 сантиметру толщиной и по 2 сантиметра длиной. Но когда я начала нарезать, вернее, то, конечно же, они не получились у меня прям все одной прям там длины или высоты. Просто когда наклеишь и потом уже непосредственно буду красить, оно вообще не будет заметно. Толще там, тоньше. Так что это не особо важно. Так, ну вот, первый ряд я выложила. И так продолжаю полностью по всему вот этому вот очагу, топке. Не знаю, как правильно называется это имя. Могу ошибаться. Ну, в общем, вы поняли. Ну, вот так получилось у меня. Обложить кирпичом, так сказать. Теперь передняя панель. Здесь я уже отметила, вот так вот взяла тень. И вот так вот раз с этой стороны обвела карандашиком. И теперь буду вырезать. И потом эту панельку сюда переднюю приклеивать. Передняя панелька тоже теперь уже на месте. Теперь буду делать основание. Основание камина 18 на 8 сантиметров. Склеиваю все боковые части и непосредственно вот эти вот большие планочки. И уже потом буду приклеивать каминчик на это основание. Так, приклеиваю теперь основную часть на вот это основание. Отступаю по 1,5 сантиметра с каждой стороны и отсюда 4, чтобы все было ровненько и красивенько. Теперь столешка. Я вырезала вот 5 вот таких вот деталей из картона, и теперь каждую из них между собой склеиваю, создавая толщину, и буду уже приклеивать непосредственно вот сюда. Бутербродик склеен, и перед тем, как я буду его сюда приклеивать, хочу вот эту вот некрасивую часть картона обклеить фоамираном. Так, ну вот так получилось. Я думаю, так поярче будет, так сказать. И аналогично хочу обклеить еще и нижнюю часть. Что-то мне как-то сразу не пришла эта идея в голову, потому как здесь было вроде как симпатичненько. Я думала, ну, покраситься будет норм. Теперь я решила, что нет. Фоамираном я тоже это все заклеиваю. Так, ну все. Вот эту вот часть я обклеила. И теперь хочу вот эту переднюю часть обклеить кирпичиками. Котик немножечко украл, но не без этого. Поэтому буду потихонечку приклеивать кирпичики. Как получилось, покажу чуточку позже. Вот так получилась у меня кирпичная кладка. Сзади я не стала наклеивать, ну, не вижу в этом смысла. Здесь я просто покрашу, и я думаю, так будет тоже отлично. Теперь буду склеивать непосредственно дымоход. И точно так же буду его приклеивать на непосредственно столешницу, и точно так же буду обклеивать кирпичиками. Дымоход я склеила, но поняла, что он какой-то худенький. Да, котик? Прям как моя худенькая кошечка. Поэтому я решила переделать. Решила сделать его потолще. У меня оставались кусочки картона. И сейчас я вырежу и сделаю еще раз. Все. Переделала я. Сделала 2 детали 12 на 4, такие широкенькие. И поуже сделала 12 на 8, господи, на 2,5 сантиметра. Я извиняюсь. 2 и 5. Все, теперь склеиваю свою трубу, дымоход. Готово. Приклеиваю на столешницу и обклеиваю кирпичиками точно так же. Ну, вот так получилось у меня обложить дымоход. Заднюю часть я тоже не облаживала. Так, и теперь буду красить свой камин. Чтобы закрасить все вот эти вот пробельчики, а уже потом, быть может, сверху еще пройдусь немножечко либо светлее краской, либо, может быть, белая, чтобы создать ему объем, чтобы он не был такой какой-то плоский. Поэтому пока крашу. Ну вот,
Все, покрасила я полностью свой камин в серый цвет. Теперь буду красить, сделала такую вот темно-темно-серую краску. И теперь этим цветом буду красить столешницу и основание камина. А бортики решила сделать белыми, поэтому крашу. Столешницу я тоже покрасила и добавила немного черной краски. Сухой кистью прошлась, чтобы сделать такую типа якобы фактуру дерева. Теперь хочу губкой черным цветом немножечко внутри добавить, якобы это почернело от огня, что в дальнейшем я хочу положить здесь дрова. Вот, поэтому добавляю немного сажи, так сказать. Еще хочу из фоамирана сделать окантовку вот этой вот части, поэтому вырезаю и приклеиваю. Но перед тем, как буду клеить полосочку из фоамирана, хочу белой красочкой пройтись еще по всем кирпичикам, чтобы чуть как бы создать им объем, выдвинуть их наперед, так сказать. Вот тут я уже чуть попробовала сделать, мне понравилось. Хочу еще везде пройтись так. Это типа не снег, это как бы типа, ну, не знаю, как фактура или как это назвать. Тут на углах чуть больше добавляю, а там просто как бы так вот растираю типа. Ну, как вам кажется здесь белый? Напишите в комментариях, лишний он здесь или так гораздо лучше, так как бы чуть объемнее. Ну, мне так кажется. Напишите в комментариях, поделитесь своим мнением, мне очень интересно. Для своего камина я хочу еще сделать сюда решеточку. Вырезала из вот такого толстенького гофрокартона маленький такой вот кусочек, 1 сантиметр на 6,4 миллиметра. И вот в эти вот отверстия хочу клеить кусочки проволочки. У меня такая вот медная, такая мягкая, хорошо и легко гнущаяся проволочка. Нарезала кусочки по 2,6 миллиметров, по 2 сантиметра 6 миллиметров. Вот, теперь буду вклеивать их вот в эти дырочки. Вот эту вот вторую часть этого картона убираю, чтобы он не создавал мне толщину. Так, и теперь в каждую вот эту вот дырочку наливаю немного термоклея и буду вклеивать потихонечку. Так, в общем, сделала из проволочки 3 сантиметра вот такую вот детальку. Ну, вот такой получился у меня заборчик, решеточка. И теперь мне осталось еще на каждую вот эту вот палочку хочу посадить. У меня вот такие вот есть, называется чешуя дракона. Ну, используется для декора ногтей. Вот так вот. Чин, 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 чин. Все, заборчик готов. Вернее, решеточка. Теперь крашу акриловой черной краской. А пока моя решеточка сохнет, я решила сделать дровишки. Вот так вот получились у меня дровишки. Сейчас я их подкрашу. Я думаю, они будут более реальный вид иметь. Дровишки готовы. Пока они подсыхают, я хочу сделать подарочки. Я нарезала уже из пенопласта вот такие вот квадратики. Вот такая вот у меня штучка была от ленточки. Решила, что это тоже будет такой типа подарочек. И нарезала вот такие вот кусочки упаковочной бумаги. Поэтому сейчас буду это все дело упаковывать. Дровишки мои подсохли. Заборчик тоже. Подарочки я упаковала. И теперь потихонечку начинаю все склеивать. И теперь вместо решеточки. Ну какой новогодний камин без новогодней гирлянды? Я уже предварительно постригла свою ветку. И теперь мне осталось ее только вот так вот сюда вот приклеить. Так, гирлянда тоже на месте. Теперь хочу ее украсить.
Ну, вот так вот тоже получилось у меня украсить столешницу камина. Также я сделала уже предварительно веночек. Просто согнула, постригла. И теперь буду его приклеивать вот сюда. Но его же нужно, естественно, тоже украсить. Вот такой получился у меня веночек. Приклеиваю его сюда на дымоход. У меня вот такой вот есть солдатик. Напоминает мне немного щелкунчика. Хочу его приклеить сюда, рядышком возле очага. Теперь приклеиваю подарочки. Ну, вот такой подарочек я упаковала такой бумагой с гномиком. Хочу вот так вот сюда приклеить. Также у меня есть вот такой еще олень деревянный. Хочу вот так его сюда поставить. Сделала два вот таких вот шарика. Ну, типа это елочные шары. Также я сделала вот такую вот типа вазу. Это у меня был контейнер от линзы. Просто привязала сюда веревочку. Ставила веточки, ну, якобы это типа туя, и вот эти вот морозные там ягодки или что там обычно новогодние. И вот так вот хочется мне поставить. Та-та-та-та-та-та. Угадали, что это? А это попка Санты. Вот так вот. Чинь хотел Санта через трубу проникнуть. Но у кого-то жирненькая попка, поэтому не получилось. Ну, так вот я решила проблему пустой этой трубы. Напишите в комментариях, как вам такая идея. Все, мой камин полностью готов. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.